Физкульт-привет всем, кого еще не могилизовали, и тем, кто еще не удобряет украинский чернозем. В этом видео мы в очередной раз поговорим про одного удивительного профессионального культуриста, но некоторые могут возразить и сказать, что этих профессиональных качков целая куча, и ничего удивительного в этом нет. И если, к примеру, непосвященному в бодибилдинг человеку показать пару фотографий с Ронни Коллиманом и Декстером Джексоном, то он посмотрит на них и даже особой разницы между ними не заметит. Но сегодня мы поговорим о таком атлете, который очень сильно отличался от всех остальных, и его нельзя было перепутать ни с кем, даже глядя издалека. Это огромный и, к сожалению, не особо успешный бодибилдер, 180-килограммовый Грег Ковач. Возможно, он мог бы стать хорошим преуспевающим хоккеистом, тем более он посвятил немало времени канадской сборной. Еще с его огромной силой из него, наверное, получился бы успешный пауэрлифтер, или с его образованием он мог бы быть востребованным инженером по электросетям, но вместо этого в качестве дела всей своей жизни он стал профессиональным бодибилдером, и в его случае это был не самый удачный выбор, который впоследствии не принесет ему ничего, кроме мимолетной славы, кучи проблем со здоровьем и отправит его раньше времени на тот свет. Уже с юных лет Грег выделялся внушительной массой тела, унаследовав генетику своего отца. Еще даже не начав тренироваться, его вес составлял порядка 110 килограммов. При этом речь идет не о свисающем жире на теле, а именно о смешанной массе. А уж когда он начал заниматься, то всего лишь за 1 год вес Ковача перевалил за 130 килограмм. В 20 лет он получил карту профессионала, и это сподвигло его к новым достижениям. Стоит отметить, что Грег Ковач был первым в мире бодибилдером, вес которого превышал 180 килограмм. Были даже периоды в его жизни, когда он набирал до 190 килограмм. Можно лишь вообразить, какой это был мышечный монстр. На его фоне тот же Фил Хит или Ронни Коллиман просто бы потерялись. Но Грег не учел одной важной вещи. Для побед в бодибилдинге одной лишь огромной массы недостаточно. За всю карьеру он очень мало выступал на профессиональной сцене. В последний момент он очень часто отказывался от соревнований, объясняя это травмой или чем-то еще. Но на самом деле он видел других участников и понимал, что не имеет против них никаких шансов в плане эстетики. Практически на всех турнирах Грег никогда не мог войти даже в первую десятку. Но несмотря на неудачи в бодибилдинге, благодаря своей фриковости и нереально огромной массе тела, Ковач был очень популярен и имел большой успех в гостевых позированиях, за каждый из которых он получал около 10 тысяч долларов. Теперь давайте узнаем, чем же пришлось пожертвовать Грегу Ковачу, чтобы иметь такую запредельную мышечную массу. Хотя я не исключаю, что некоторые из этих ниже приведенных фактов могут оказаться всего лишь сплетнями. Самое первое — это, конечно же, проблемы с сердцем. Возникли они у Ковача достаточно рано. Очевидцы и другие бодибилдеры вспоминают, что он был почти беспомощным. Доходило даже до того, что Грег обливался потом, просто сидя на диване, а его жена кормила его с вилки, параллельно направляя на него вентилятор. Еще про этого бодибилдера ходит слух, будто бы он не мог сам потереть свою пятую точку, и что он с этим обращался за помощью к своей жене. Некоторые рассказывают, что был случай в одном из отелей, куда Грег приехал без жены, и ему пришлось использовать полотенца для этих целей, просовывая их между ног. Но лично я в эти глупые сплетни вообще не верю. По некоторым данным,
Такие слухи пошли от Насера Эль-Санбати. Видимо, у него с Грегом был в то время какой-то конфликт, поэтому Насер и наговорил про Грега такие сказки. И многие недалекие люди в это охотно поверили. Если даже посмотреть на фото Грега Ковача, то можно сразу понять, что он мог без проблем дотянуться до нужного места на своем теле. Теперь поговорим на тему силовых показателей Грега. Некоторые из его современников утверждают, что он был не так силен, как о нем говорят. Бывало, что он жал штангу в машине Смита в короткой амплитуде, а его рабочие веса были вполне обычными для профессиональных билдеров, хотя возможно, что Ковач просто не видел никакой нужды в том, чтобы поднимать слишком большие веса, тем более для бодибилдинга они вовсе не обязательны. Еще по причине огромной и тяжелой массы Ковач был не способен выполнять некоторые упражнения собственным весом. Например, у него не получалось подтянуться на турнике хотя бы один раз, и еще не мог никак отжаться на брусьях. Это говорит о том, что слишком большая масса не только мешает жить нормальной жизнью, но и не дает полноценно развивать все группы мышц. Кроме всего сказанного, Ковач регулярно себе ставил анаболические инъекции. Из-за этого на ягодицах у него образовались огромные гноящиеся шишки, избавиться от которых он смог только лишь при помощи хирургического вмешательства. В конце концов, в 2005 году Ковач завершил свою карьеру профессионального билдера и стал заниматься тренерской деятельностью и рекламой спортивного питания. Но и на этом проблемы не закончились. Его любящая жена, которая постоянно ему во всем помогала и поддерживала, в конечном итоге от него ушла. Для Грега это было настоящим потрясением, ведь он очень сильно от нее зависел. Под конец своей жизни он занимался блогерской деятельностью. В ноябре 2013 года жизнь Грега Ковача внезапно оборвалась из-за сердечного приступа. На тот момент ему было 44 года.